Здравствуйте, Девы! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю, а именно неделю с 3 по 9 августа. Давайте посмотрим, что вам готовит предстоящая неделя, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем, и что интересного произойдет непосредственно у вас. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, оставить лайк или сообщение под этим видео. Также можете поделиться этим раскладом с кем-то из знакомых дев, если вы считаете, что им это видео подходит и перекликается с конкретно их ситуацией. В любом случае, любая ваша активность, любое проявление будет приветствоваться. Я буду очень рада, поэтому не стесняйтесь, пишите. В раскладе у нас сегодня две колоды. Первая колода основная, это Таро 78 дверей. Вторая колода, это Таро светлых провидцев. Она у нас будет в качестве дополнения или разъяснений к каждому дню недели. Соответственно, на каждый день недели достаем по одной карте из каждой колоды и смотрим, какие комбинации у нас выпадают. И вместе с вами разбираемся, почему именно они, почему именно в таких сочетаниях они у вас, соответственно, выпали. Итак, приступим. Давайте посмотрим неделя с 3 по 9 августа для дев. Что интересного происходит у дев с 3 по 9 августа. Начнем с основной колоды. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая королева жезлов, возможно, что-то связанное с огненным знаком здесь имеет место быть. Может быть, просто вы проявляете такую энергию по королеве жезлов. Это вот такая вот целеустремленность, работоспособность, которую она здесь с собой несет. Это мудрость также по королеве жезлов и способность, активно здесь работать над чем-то, проявлять себя, настроенность на успех в любом случае, какая-то такая любовь к справедливости особая. Возможно, здесь речь просто идет про успех как таковой, потому что королева жезлов, она в принципе говорит об успехе вместе с тройкой кубков, который тоже является успехом. Успехом в делах, успехом в отношениях, успехом в общении с другими людьми, а у вас еще тройка кубков повторяется в понедельник и вторник, то в целом можно говорить о том, что здесь вот у вас есть какое-то общение с другими, может быть, вы обсуждаете дальнейшее, вот они смотрят на звезды, на эту большую медведицу, да, на ковш большой медведицы, может быть, вы здесь обсуждаете какие-то цели, планы, да, ваши дальнейшие, там, совместные достижения какие-то, или делитесь уже имеющимися успехами с вашими друзьями, близкими или коллегами, то есть вот она, тройка кубков, хорошая карта. Дальше идет тоже тройка кубков, здесь она показывает действительно такое веселое общение, обсуждение чего-то, и по карте Солнца ясное, четкое понимание и видение ситуации, чего вы хотите, как к этому прийти. Может быть, по Солнцу вы чему-то очень радуетесь и действительно испытываете счастье от общения с вот этим коллективом или с этой компанией друзей, то есть с этими людьми. Ощущение себя в центре внимания также по Солнцу. То есть вы сияете, светитесь в этот день. Карта колесницы — это карта знака рака. Кстати, Солнце, Лев, может быть, общение со Львом или какие-то совместные мероприятия с таким знаком. Королева жезлов тоже ведь огненный знак. Да? То есть здесь может быть что-то с человеком знака Лев связано. А дальше колесница, карта знака рак. Но девы, в целом здесь может быть еще и какой-то прогресс, движение вперед, какой-то хороший, значительный шаг вперед, который вы делаете. И по пажу пентаклей шанс, возможность, которую вы используете, вы ее не упускаете. И по пажу пентаклей, соответственно, она для вас, эта решительность, окупается. Хорошее достаточно здесь сочетание, хорошая карта. Может быть, вы куда-то едете и по пажу пентаклей кому-то что-то отдаете, платите, да, или используете какой-то здесь шанс, возможность, какое-то выгодное начинание сделать, да, как хорошая перспектива в этом имеется. Дальше восьмерка жезлов. Здесь какие-то очень стремительные и быстрые события происходят, что даже не успеваете вы остановиться, подумать. И по правосудию здесь
что-то решается по справедливости. Возможно, какая-то кармическая для вас ситуация, которая молниеносная, быстрая, но в целом вы приходите к балансу и равновесию после того, как по 8 жезлов эти события происходят. Для вас это как зеленый свет, который зажигается на вашем пути. Это возможно здесь также добиться прогресса, как по колеснице, да, в четверг также по 8 жезлов прогресс в том, чтобы достичь в чем-то справедливости для вас. Вы стараетесь здесь быть ответственными. Если события быстро происходят, старайтесь не потерять себя, быть ответственными здесь, честными перед другими людьми и перед собой. И если нужно принимать решение, делать выбор и быстро его делать, вы стараетесь очень ответственно к этому выбору подходить. Карта Императора — это карта Овна, возможно, общение с человеком знака Овен, но также и 6 жезлов. Вы в центре внимания. Кстати, карта Льва еще. То есть вы здесь по 6 жезлов в центре внимания, вы здесь управляете ситуацией, вы здесь мудрое решение принимаете, вы обращаете на себя внимание других людей, потому что вот вы как будто на троне сидите, как император, и вами восхищаются за ваши достижения, за ваши успехи, за какое-то успешное завершение важного дела. И то есть вы слышите какую-то похвалу, да, какую-то вот такую вот хорошую для вас достаточно ситуацию. Дальше 4 мечей, желание отдохнуть, остановиться, сделать паузу. Возможно, в субботу вам просто хочется побыть один на один с собой, отдохнуть. И вместе с 9 жезлов вы стараетесь какой-то барьер выстроить, ограничить себя от лишних контактов с другими людьми. Может быть, так вот себя защищаете таким образом. Также сохраняете спокойствие. Из 4 мечей это также спокойствие, желание в тишине, в спокойствии побыть. Карта 6 кубков — это семья и все, что связано с уютом семейным, с общением, опять-таки, с людьми, которые для вас могут создать такую уютную обстановку. Это ваши дети, ваши внуки, ваши, не знаю, родные, близкие просто, в конце концов. Может быть, даже по 6 кубков кто-то, кто имеет отношение к вашему прошлому, то есть с кем вы выросли вместе или с кем вы учились вместе, то есть какая-то ностальгия, которая накладывается здесь в этот день на ваши воспоминания. И королева кубков, карта водной стихии, может быть общение с водным знаком, но здесь акцент на чувства и эмоции передается по королеве кубков. Кстати, может быть, что-то и отмечаете по 6 кубков, какие-то юбилеи, праздники, на которые вас приглашают, к примеру, и вы здесь по королеве кубков можете говорить о своих чувствах, что-то вот такое очень, да, опять-таки позитивно себя проявлять в плане эмоций. Да и в целом здесь успешные события есть и ощущение спокойствия, ощущение благополучия и радости. Карты у вас хорошие, девы. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Поздравляю с таким хорошим раскладом. Пишите ваши комментарии и ваши отзывы оставляйте. Я буду очень рада почитать ваши сообщения. До скорого.